Привет, армия. Призрак в прямом эфире Чингука сразу напомнил нам момент из In the Soup, когда камера поймала того же призрака, покидающего комнату Чингука рано утром. Это был один из тех незабываемых интимных моментов для поклонников Тэгука, когда Тэхён появился в пижаме, спокойно покинув комнату Чингука, как будто это было самым обычным делом в мире. С тех пор такие моменты казались маленькими знаками, подтверждающими то, что мы все подозревали. Тэхён проводил каждый момент вместе, не нуждаясь в том, чтобы показывать это преувеличенными жестами или словами. 2 дня назад Тэхён пришел домой рано утром, и несколько часов спустя Чингук начал свою прямую трансляцию. Он выглядел расслабленным, открывая коробку печенья перед камерой, ища свое имя среди обертки милым и рассеянным образом, как он обычно это делает. Все казалось обыденным, пока внезапно что-то не изменилось в атмосфере. Позади него медленно двинулась тень, тихий звук закрывающейся двери или, возможно, звук лифта. Как будто звук был настолько обыденным, что ему даже не нужно было реагировать. И вот тут многие поняли, спокойствие имело смысл, только если он точно знал, кто там. Для него слышать призрака, ходящего по дому, не было чем-то необычным. Это спокойствие, это отсутствие реакции говорили о многом, как будто он знал, что Тэхён откроет дверь в любой момент, что не было нужды притворяться или что-то скрывать. Между ними все, казалось, текло с естественностью, не требующей доказательств. Некоторые вещи казались реальными, даже когда они пытались их не замечать. Некоторые фанаты все еще ждали конкретных доказательств или явных моментов, чтобы поверить в Тэгука, но эта потребность была немного жалкой. Не все реальное демонстрируется напрямую, и не каждая связь нуждается в публичном подтверждении. Тэгуку не нужно было ничего доказывать, их связь отражалась в маленьких жестах, в совпадениях, в рутине, понятной только им. Эти так называемые «призрачные моменты» были не доказательством, а напоминанием. Маленькие окна в связь, которая всегда была. Каждая трансляция оставляла похожие чувства. Дело было не в том, что вы видели, а в том, что вы чувствовали. Те, кто следил за их историей какое-то время, уже знали эту динамику. То, как тихо они всегда вместе, даже когда пытаются оставаться незамеченными. Просто посмотрите, как Чингук ведет себя, когда рядом Тэхин, как ничто его не удивляет. Как все просто встает на свои места. И хотя каждый волен верить в то, что хочет, есть вещи, которые вы просто чувствуете. Тэгуку не нужны слова, чтобы показать это. Они делают это в маленькие моменты, которые кажутся обычными, но мы все знаем, что это не так. С другой стороны, Чингук держит свое обещание. Сегодня он открыл коробку шоколадных конфет Канча. С присущим ему любопытством он искал свое имя среди маленьких конфет. Он не мог его найти, но усмехнулся и сказал, что это не провал. Он объяснил, что, возможно, эти имена принадлежат армии, и это тоже нормально. Чингук любит нас так сильно, и ему не нужно говорить об этом, чтобы мы почувствовали. Он умеет показывать это без усилий, в мелочах, в том, как он смотрит на нас, когда разговаривает, в его улыбке, которая, кажется, заполняет тишину. Он так многим поделился с нами, что иногда кажется, будто мы находимся прямо там, рядом с ним. Он приглашает нас готовить, убирать, стирать и петь у него дома, как будто это маленькая сцена. Он делает это, не беспокоясь о том, чтобы выглядеть идеально, и это делает все еще более реальным. Наблюдая, как он наслаждается простыми вещами, мы вспоминаем, почему мы так сильно его любим. Каждый раз, когда он включает камеру и впускает нас в свой мир, кажется, что он открывает дверь, которую не каждый осмеливается открыть. На этот раз он ведет нас на свою крышу с бургером в руке, наслаждаясь видом на башню Намсан, башню, которую мы видели бесчисленное количество раз на фотографиях, в дорамах и видео, но теперь, глядя на нее с его точки зрения, все ощущается иначе. Кажется, будто все сияет просто потому, что он рядом. Чингук чувствует себя непринужденно, ветер развивает его волосы, он смотрит на пейзаж, словно на прекрасное воспоминание, которое хочет сохранить. Все кажется таким простым и в то же время таким близким. В такие моменты на ум приходит и Тэхён, между ними настоящая связь, даже в самых незначительных жестах, во взглядах, не требующих слов, любовь, привязанность, уважение и доверие, которые они испытывают друг к другу, настолько ощутимы, и именно это наполняет все смыслом. Тэхён и Чингук всегда демонстрировали, что их отношения выходят за рамки того, во что многие верят. Им не нужно об этом говорить. Это очевидно потому, как они понимают друг друга, потому, как они поддерживают друг друга. Прекрасно видеть, как они продолжают делиться этой частью своей жизни, и они делают это так естественно.
Наблюдать, как Чингук делится с нами своей повседневной жизнью, это подарок. Есть что-то по-настоящему искреннее в том, как он заставляет нас чувствовать себя частью его рутины. Не каждый бы так поступил, и он делает это, не ожидая ничего взамен. Мы видим, что он искренне заинтересован, что он хочет, чтобы мы были близки, пусть даже только через экран. И это делает его особенным. В его образе жизни есть заразительное спокойствие, искренность, которую мы чувствуем без необходимости объяснять. Надеемся, мы скоро снова увидим его с Тэхёном, создающим моменты, которые мы так любим, которые заставляют нас улыбаться, без лишних слов, подтверждают, что их отношения все еще существуют, они живы и настоящие. Что бы ни говорили другие, они всегда находят способ показать, что они все еще вместе, в своем собственном темпе, и этого достаточно. Связь между Тэхёном и Чингуком всегда ощущалась настоящей, им не нужно говорить об этом, это очевидно, просто глядя на них. Есть что-то в том, как они вместе, что передает спокойствие, доверие и близость, которые не требуют объяснений. Они не пытаются привлечь внимание или создать моменты для камер, они просто есть, естественные, спонтанные. Когда они в одном месте, ощутима другая энергетика, неважно, разговаривают ли они, смеются или просто молчат, все течет с естественностью, которую невозможно подделать. Каждый взгляд между ними таит в себе что-то особенное, это не просто взгляд между друзьями. Это связь, которая чувствуется без слов. Они ищут друг друга, не думая, они понимают друг друга, не говоря ни слова. Есть жесты настолько маленькие, настолько простые, что в итоге говорят больше, чем просто слова. Иногда достаточно улыбки, легкого наклона головы, взгляда, задержавшегося на секунду дольше обычного, и в эти секунды складывается целая история, не требующая объяснений. Любой, кто наблюдает за ними, чувствует это. Между ними как будто существует язык, понятный только им. У Чингука есть уникальный способ делиться своей повседневной жизнью. Он делает это без притворства, без всякого притворства. Он честно показывает свой мир, и это делает все, что он открывает, уместным. Когда Тэхён появляется посреди этой рутины, все это кажется таким естественным. Не чувствуется никакого напряжения, не чувствуется дистанции, словно их пути неоднократно пересекаются, потому что так и должно быть. Было ясно, что им нравится общество друг друга, им комфортно находиться в одном пространстве, смеяться над мелочами или просто молчать. Именно это спокойствие делает их связь такой настоящей. В том, как они ведут себя вместе, было что-то сверхъестественное. Они не пытаются произвести впечатление, ничто не фальшивит, все кажется искренним. Когда они смотрели друг на друга, они делали это с неописуемой искренностью. Когда они прикасались друг к другу, не было никакого колебания или нервозности. Просто знакомство двух людей, которые хорошо знают друг друга. Было ясно, что они привыкли к этой близости, к доверию, выстроенному со временем и совместной жизнью. Это не происходило в одночасье. И именно поэтому это было так захватывающе. Каждый момент, когда они делились, каким бы простым он ни был, оставлял неизгладимое впечатление. Может быть, это общий смех на сцене, мимолетная мысль во время интервью или совпадение на фотографии. Каким бы ни был контекст, всегда есть что-то, что их связывает, что-то неоспоримое. Некоторые люди думают, что это просто совпадение, но когда что-то происходит так часто, так последовательно, это больше так не ощущается. Это привычка, это привязанность, проявленная непоколебимо. Тэхён и Чингук разделяют связь, которая выходит за рамки момента. Сколько бы времени ни прошло и насколько бы они ни были заняты, когда они снова встречаются, все остается прежним. Это самый явный признак настоящих отношений. Они не меркнут, не исчезают, просто кажутся более естественными. У них есть жесты, которые не все понимают, шутки, понятные только им, взгляд, который открывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Иногда самое прекрасное заключается в том, что они даже не пытаются это скрыть. Им все равно, как их видят другие или что подумают. Они просто есть. Им комфортно жить вместе, им комфортно поддерживать и уважать друг друга. И это, в конечном счете, то, что делает их отношения такими искренними. Это не выдуманная история или что-то, что можно навязать. Это связь, которая просто существует, и без необходимости в словах она продолжает расти каждый раз, когда их взгляды встречаются. И хотя многие пытаются истолковать это или найти более глубокий смысл, правда в том, что то, что реально, находится там, в повседневности, в простых жестах. Тэхёну и Чингуку не нужно ничего говорить, чтобы послание было донесено. Каждый раз, когда они вместе, каждый раз, когда они чем-то делятся, они дают понять, что их связь не случайна. Это то, что строилось со временем, с уважением, с привязанностью, тем, как тихо они делятся друг с другом, и те, кто следят за ними,
кто наблюдает за ними годами, знают это. Есть вещи, которые не нужно объяснять, потому что они просто чувствуют. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the hate